Всем зрителям, подписчикам канала привет с нашей стройплощадки. Сегодня будем рассказывать на такую животрепещущую тему, как мы делаем наш монолит, арболит. В общем, я вот только что засыпал ведерко щепы сюда. Ну и как бы про запас сейчас буду набирать второе ведро. Ну, чтобы процесс не прерывался. Здесь у нас стоит такой щеповоз, где эта щепа уже привезена на стройплощадку. Вот я его просто беру и набиваю 20-литровое ведро. Довольно-таки плотненько, с горочкой. Вот так вот где-то. Щепа влажная, вымоченная дождями, ветрами. На вес, я не знаю, килограмм, 12, наверное, весит такое ведро. Это очень все условно и относительно, так ведь? Да, все условно относительно. Вот сейчас будет по суше, она будет легче, то есть за счет воды. Далее у нас, значит, используется здесь 500-й цемент. Исключительно 500-й марки берем в этот раз. Я его беру 4 килограмма. Как мы это сделали? У нас такое вот ведерко было от... Кто тут, праймер или мастика какая-то? Взвесили, значит, безменом. Получилось где-то вот по эту надпись черную как раз 4 килограмма получается. И потом еще одна мерочка. Используем известь гашеную. Обычно такой белый порошок. То же самое, нашли подходящую такую баночку из-под сметаны какой-то. Одна баночка примерно 240 граммов получается. То есть я беру 2 вот таких баночки. То есть я брал в одном из рецептов одну баночку, сказал. Но поразмыслив, мы решили удвоить дозировку. Почему? Потому что вот в случае с нашими опилками, которые вымочены были дождями и снегами, из которых сахара уже все вымыло, да, известь, она выполняет роль не минерализатора и не нейтрализатора сахаров. Она выполняет роль скорее дезинфектора, раз, от всякой плесени, там, грибка и прочего. И второе, роль такого стабилизатора. Дело в том, что цементу, чтобы он нормально схватился, нужна щелочная среда. А так как опилки уже полежали, все равно бактерии их уже взяли немножко. Продукты жизнедеятельности бактерий, как правило, имеют кислую среду. Чтобы это дело нейтрализовать кислоту, чтобы цемент не тратил свои схватывающие свойства на нейтрализацию кислоты, мы как бы раствор этот стабилизируем, добавляя туда известь. Ну, вот получается, на 4 килограмма цемента 500-го у нас идет 480-500 граммов извести гашеной. Вот, то есть это я тоже засыпаю в ведерко. Здесь вот у меня полный наборчик, готовое ведерко, и я его загружаю в бетономешалку. То есть в этом ведерке лежит сразу и цемент, да, и известь. 4 килограмма цемента у меня здесь лежит и 480-500 грамм гашеной извести. Ведерко я кладу и вот запускаю бетономешалку. Так, наклончик сразу регулирую. Поехали. Пока месяц бетономешалка перемешивает на сухую смесь, я занимаюсь простым делом. Опять накладываю все те же 4 килограмма смеси, вернее цемента. Вот приблизительно по вот эту надпись как раз 4 килограмма. Также добавляю туда 2 баночки извести. Все. То есть у меня состав готов. Прикрываю на случай дождя. У нас сегодня пасмурно. В это время у нас раствор перемешался, сухая смесь. Да, такая серенькая стала. В это время можно добавить воды по вкусу. Вода не должна сочиться, течь. Ну и как бы совсем сухие не должны быть опилки. В первом случае, если будет сильно мокрое, у вас все молочко цементное утечет в нижележащие слои. То есть сцепка ослабнет. А во втором случае будет очень сложно утрамбовывать. Это будет все так топорщиться и пружинить не утрамбуется.
То есть вот какая-то золотая середина. Точно я не могу сказать, но вот у меня вот этой 10-литровой лейки хватает где-то на 3 замеса. То есть 3 литра, 300 миллилитров где-то воды уходит вот на такой замес. Очень сильно влажно. Да, при этом опилки у меня щепа влажная достаточно. Ну, как-то так вот. До каких пор ее месить? Все очень просто. Вся щепа должна быть равномерно извалена вот в этом растворе. То есть она должна быть серенькая. Если там белая, не изваленная в растворе, есть щепа, то лучше подождать, покрутить еще барабан. Сильно долго тоже нехорошо. Сильно долго тоже не стоит, потому что вот это все-таки гравитационная бетономешалка, и у нее на стенке начинает налипать мелкая фракция, которая входила в состав щепы. И эта мелкая фракция, она в себя очень много цемента забирает. Для того, чтобы с ней бороться, я беру вот такой вот маленький мастерочек, кельмочку, и периодически с этих краев счищаю раствор готовый. Ну все, кажется, готово здесь. Можно, кстати, пройтись палочкой. У меня тут тоже такая, которая снимает вот эту вот мелкую фракцию со стены. Просто вот свои особенности процесса, потому что все-таки у нас не принудительная, а гравитационная бетономешалка. И все. Вот примерно так. Почти все сошло, там осталось немножко на стенках, но это не страшно. Все, тазик готов. Вот смотрите, какая консистенция. То есть вся щепа равномерно серенькая. Вся вода покрыта. с нее не капает. Вода не капает, она и не жидкая, и не сухая. То есть она очень такая податливая пластичная масса. И все. И этот тазик мы тащим на стройплощадку. Благо недалеко. Почему не ставлю бетономешалку здесь? Не хочу разводить грязь. Здесь как бы и так вот эта щепа, опилки сыплются. Ну и как бы бетономешалку мыть надо. Лучше это я там буду делать. Вот. Собственно, далее тазик подается вот туда, наверх. И мы тянем вот эту стенку. Вот это вчера было залеплено. На сегодня вот задание туда, ту высоту взять. Но на самом деле сегодня мы речь поведем о том, вот я обещал провести тест нашего арболита, да, вот с этим рецептом. Я изготовил специально вот такой вот карабас, ящик такой, размерами соответствующие вот этому заводскому блоку, который мы приобретали. И сейчас мы его затрамбуем вот этим арболитом домашним, закроем его, как бы придадим ему форму. Через сутки распакуем, просушим. Когда он наберет свою прочность полную, мы их потестируем, сравним между собой на гвоздимость, там, на кувалду, то есть заводской блок и наш доморощенный, насколько сильно они отличаются. Вот интересно будет узнать. Поэтому я сейчас передаю тазик этот в руки супруги. Вернее, сейчас, наверное, сгружу сюда. Я даже не знаю, хватит у нас на один кирпич или придется, наверное, не хватит. Не хватит, трамбуется. Поэтому в технологическом процессе нами отработанном у нас обычно Дима уже в это время загружает новую порцию бетономешалки, включает, а я в это время трамбую. Так, сейчас я замешу второй тазик такой же пропорции, и мы сделаем этот кирпичик. Пока трансляцию прерываем. Так, ребятки, вот второй тазик готов. Ну, сейчас, наверное, будем трамбовать. Сейчас Дина покажет, как она это делает. Поменяемся ролями. Первую не будешь утрамбовывать? Сразу? Самое важное в этом случае — это самые углы. Вот то, что в стене, когда я трамбую, когда я делаю, я сначала укладываю плотненько с горочкой. И самое ответственное — это вот как раз стеночка вот здесь вот, ага, и уголочки. Ну, в нашем случае на стене еще и чопики, под которыми нужно будет обязательно затрамбовать. Так. Сейчас мы берем. Где твоя волшебная палочка?
поехали. То есть самое ответственное создать так называемую корочку, как в хлебе. Сначала возле краев протрамбовывается, где должно быть плотненько все. А внутри, по сути, мякиш. Поэтому я так вот слегка прохожусь, но в целом остаются там воздушные поры, ходы какие-то. Ну да. А углы – это момент ответственный. Тазик мы в этом году взяли поменьше. Он не такой тяжелый, туда меньше входит. Да, 40-литровый, по-моему. Сделали коррекцию с опыта, учитывая опыт прошлого года. Потому что это и Диме тяжело, и мне, и сыну, когда он помогает, приходит. Хватит 2 тазиков на кирпич? Хватит, я думаю. Вот можно посчитать по объему 20 на 30 на 50 сантиметров и 2 20-литровых ведра. Это к вопросу, кто собирается, допустим, лить монолит, да, и вот класть кирпичи. Что быстрее и что интереснее. Вот за это время, пока делается, допустим, кирпич вот такой, да, или набивается в опалубку, если монолитом лить, можно уложить, ну, штуки 3-4 кирпича. Соответственно, вот и скорость работы. Качество кирпича будет произведено кем-то, а монолит тобою для себя. Да. Упала. Ну вот как раз, наверное, все и... Ну, то есть вот 2 таких замеса, получается, полновесных, ушли на 1 кирпичик практически. Получается, что вот в этот кирпич у нас вбито 8 килограммов цемента, килограмм извести примерно и 2 20-литровых с горочкой ведра щепы. Даже, наверное, можно было бы. Но мы, наверное, не будем. Добавить типа еще Да. процентов. Вот это конечная как бы стадия. Финальная. Да, это когда готовится лицо для следующего слоя. Чтобы оно было гладким. Ну, наверное, все. Не знаю, может добить еще Давай немножко. добьем, потому что, ну, явно вот тут мягко. Это... Вот такие вещи я не оставляю. Да. Сейчас мы добьем и доложим уже окончательно, сколько ушло всего. На такой объем. На такой объем, да. Вот мы принесли очередной замесик. И вышло у нас, сейчас пока, наверное, с четверть замеса где-то, да? Да, она, наверное, и все. Больше и хватит, наверное. Да, 2 и четверть. В четверти у нас сколько содержится? Килограмм цемента и 1/4 от извести. Это... 240 на 4, 6, 60 грамм. Нет, там как бы... ты на 4. 240? Не на 4. Там полкилограмма получается. Ну, или 480 грамм. 480, 120. Ну вот, и где-то еще плюс 120. Итого 9 килограммов цемента, 1 килограмм 120 грамм извести и 2 полных 20-литровых ведра и от одного четверть ведра. Ну, можно считать, что 2 полных просто с большой горкой. Угу. Так? Так, я тебе передаю камеру. Конечно, тогда перчатки. И я сейчас буду это дело закрывать крышечкой. То есть у нас нету никакого вибростола. В роли вибростола у нас вот эта вот трамбовочка выступала. То есть я беру шуруповертик. На крышке у меня сразу были подготовлены уже саморезы, чтобы не терять времени. И мы наш Это этот... не вибростол получается, а пресс-крышка. Да, пресс-крышка. Прижимная одна штука. Вот. Все, она как бы была выполнена в размер сразу. И я сейчас ею прижму. Начнем с середины. Да, Шурик садится у меня уже. Теперь углы. Ну, все плотненько притянуло. По диагонали. Другую диагональ. Надо
Надо готовиться лучше к съемке. Да. Ну ничего, доживет, дотянет. Все, отлично. Вот такой вот кирпичик забавный получился. Наверное, я его здесь и оставлю. Не буду никуда таскать. Значит, через сутки, может, двое, не знаю, пусть полежит. Нам спешить некуда. Мы его распакуем, и он будет у нас сохнуть. Сохнуть, возможно, мы даже заберем домой 2 контрольных кирпича, один заводского производства, один наш доморощенный, то есть высушим до полной просушки, и после этого попробуем их потестировать. Ну а я с вами попрощаюсь, пора строить. Всем пока, до новых встреч.